Привет, мои хорошие! У нас сейчас такая череда праздников, и я решила сделать тематическое видео. Сегодня поговорим, как поляки отмечают Рождество, что они делают в этот день, в дни до и в дни после. Ну и будем мы не просто разговаривать, а показывать, потому что я тоже буду готовиться к Рождеству и готовить, буду пытаться готовить польские национальные блюда, ну и не только польские. Надеюсь, будет интересно, весело. Я не уверена, что у меня все получится, поэтому, думаю, весело будет вдвойне. И первое блюдо, которое я решила приготовить, это пряничный дом. К счастью, в Польше продаются вот такие вот смеси, по-моему, по 7 злотых для пряников. Конечно, лучше бы тесто готовить самостоятельно, но к нам на Рождество приезжают друзья, у которых аллергия на мед, а рецепты теста я нашла в основном на меде. И решила не рисковать, купила такие сухие смеси. Сюда надо добавить масло, яичко и, короче говоря, выпекать. Пряничный дом — это не национальное польское блюдо, но я давно хотела его сделать, и в это Рождество решила осуществить свое желание. Да, что вы думали, до распечатки мне идти далеко, а так я переведу все выкройки пряничного домика прямо на месте, и будут у меня стены и крыша. Ну а пока я здесь вырезаю домик и замешиваю тесто, предлагаю вам перенестись на несколько дней назад и посмотреть, как я решила сделать доброе дело и пошла сдавать кровь. Я решила стать донором крови, но не просто так, а за елочку. Да, была такая акция от польских лесов. Но, в общем, смотрите. Привет, мои хорошие, привет, предрождественская Лера. С вами Лера из прошлого, которая решила перед этим Рождеством сделать доброе дело. И конкретно это доброе дело я делаю первый раз в своей жизни. Все началось с того, что я увидела в новостях про такую акцию «Сдай кровь и получи елку в подарок». Она организована государственными лесами Польши. В общем, 16 декабря, по-моему, сегодня же 16-е. Да, 16 декабря можно было прийти, сдать кровь и получить за это бесплатно елку. Конечно, не елка стала мотиватором, а то, что мне написала подписчица и предложила это сделать вместе. А я всегда хотела сдать кровь, стать донором крови, но никогда не решалась, потому что не было компании, это немного страшно и волнительно. Я уже на месте, жду подписчицу, елочки вот там вот стоят, все есть, уже есть люди, которые подходят и их забирают, они такие достаточно высокие. Ну что, я надеюсь, что я пройду по показаниям всем, которые нужны для сдачи крови, по весу, давлению, уровню всяких биохимических показателей крови, и все пройдет хорошо. На входе можно взять номерок, у меня 163, и на самом деле там где-то 30 человек в очереди перед нами. Ну, будем ждать, наверное, это не меньше 30 минут займет. Ну что, друзья, меня не взяли кровь. Очередь была очень длинная. Меня позвали к врачу сначала сдать кровь на показатели морфологии, чтобы определить, не болею ли я чем-то, что меня можно вообще брать кровь. И после этого еще где-то час мы с подписчицей сидели в очереди. В результате вот сейчас 3 часа времени с момента, как мы зашли в больницу, и нас позвали сдавать кровь к врачу. Врач начал задавать мне вопрос. В ходе беседы выяснилось, что у меня была операция. Ну, как выяснилось, я это, конечно, знала. И из-за того, что у меня нет документов, которые подтверждают то, что новообразование, которое мне было удалено кучу лет назад, доброкачественное, а не злокачественное, у меня не могут взять, к сожалению, кровь. Но если я захочу прийти еще раз, то могу взять с собой подтверждение того, что это образование было доброкачественным. И еще мне нужен, конечно, присяжный перевод этого документа, которого у меня нет. Вот, поэтому я ухожу без елочки, без помощи другим людям и со своей кровью. А вот так вот выглядят елочки, которые мы не забираем, ни я, ни моя подписчица, которая пришла со мной, потому что она тоже не подошла из-за плохого знания польского языка. Но вот видите, парень ходит с елочкой, везет парню, а мы уходим без. И пока вы смотрели, как я не сдала кровь, мое тесто уже, я его сделала, приготовила, замесила, охладила в холодильнике. И даже в то время, пока я это делала, мне пришла смс-ка на телефон, где было сказано, что моя карта побыта уже готова, напечатанная, я могу ее забирать. И знаете, что самое странное? То, что я попробовала записаться,
И были свободные даты. И даже не на месяц вперед, и не на 2 месяца вперед, а на следующей неделе. Это очень удивительно. Вообще вся история у меня проходит с картой по быту, ее получением достаточно легко. Я обязательно сделаю об этом видео. Ну а если вам интересно сейчас, как это происходило, у меня в Инстаграме, ссылочку всегда внизу оставляю, есть папочка актуальная с всей историей моего получения карты по быту от августа, когда я подавала документы, до сегодняшнего дня. Ну а я в радостных чувствах начинаю раскатывать свой пряничный домик. Пока пряники пекутся, я подумала, что я не до конца понятно рассказала историю про кровь, почему меня ее не взяли и почему ее не взяли у моей подписчицы. А дело в том, что сначала отказали ей, потому что при регистрации медсестра, ну или кто там, сотрудница больницы поняла, что она плохо говорит по-польски, а дело в том, что там огромная анкета, вот такие большие 2 листа А4 с, наверное, там больше 50 вопросов относительно здоровья. И так как человек плохо понимает польский, он, соответственно, может плохо рассказать, ну или недопонять какой-то вопрос о здоровье, из-за чего он может, например, не быть донором, как я. Так, ну пряники готовы. Теперь я оставляю их остужаться и иду делать им, как это называется? Побелка, намазка, замазка, белковую глазурь, вот. Я сходила в магазин, мои пряники уже испеклись. Магия кино, конечно, делает свое дело, но для вас прошло мгновение, для меня прошел целый день. Так, что мы имеем? Из украшений я купила такие вот шарики, будут из них типа цветочки на окнах. Может быть, если до этого дойдет, все будет нормально. Еще глазурь я сделала самостоятельно, потому что ее не было в магазине. И купила оплаток. В отличие от пряничного домика, оплатки — это чисто польская традиция. Что это такое? Это такие очень тоненькие мучные листики. Это буквально съедобные листики бумаги, типа того. На них различные религиозные изображения, и ими принято обмениваться на рождественский ужин перед самим ужином. Поляки начинают ужин, ну, традиционно должны начинать вместе с первой звездой, в принципе, как и у нас все. И они берут такие оплатки и делятся кусочками с каждым сидящим за столом, и берут себе тоже кусочек, при этом желая что-то хорошее тому человеку, с которым ты меняешься кусочком оплатка. Ну и пряничный домик. У меня тут, значит, такая доска. Я сейчас тут попробую сделать дно и буду как-то пытаться это все совмещать. Вы это, наверное, увидите в таймлапсе. Ну вот, в принципе, такой пряничный дом у меня получился. Он не хотел склеиваться, он разломался, но как бы маемо то, что маемо. Тут у меня есть дверца, даже есть окошко, но не здесь. Боже, мне даже это стыдно показывать. Не знаю, надеюсь, вы мне не напишите хейт в комментариях. Вот, тут есть окошко, и тут есть окошко. Вверху это как бы должна была быть такой снежок, припорошенный кокосовой стружкой. Но по факту получилось так, что я начала заливать сюда глазурь, и он весь разрушился. Ну и поэтому как бы такой домик. Но я надеюсь, он хотя бы будет вкусный. Что у нас есть на столе? Во-первых, у нас есть бигос с грибами. Бигос — это польское национальное блюдо из квашеной капусты. Кишеной капусты по-польскому. Потом тут у нас вещь, которую я никогда не готовила. Это красный польский борщ с ушками. Ушки в классическом исполнении, они вообще с мясом, но у меня они с грибами. И что самое интересное, я их сама лепила. И даже должна признаться, что мне очень понравилось, и было это вчера вечером достаточно умиротворяющим процессом. Все это слепливать с грибочками, все эти мини-пельмешки такие постные. По сути, ушки — это такие пельмешки, только грибные. И лепятся они не совсем как классические пельмени или вареники. Для них делаются такие квадратные формы, вырезаются, и они залепливаются, защипливаются как пельмешки, только делаются с острым кончиком. Потом все эти ушки отвариваются в воде, сервируются на тарелку и заливаются борщом. Борщ я, кстати, делала из покупного концентрата из буряка.
И получилось очень вкусно. Еще я приготовила жареного и запеченного карпа. Тут сверху лук. Тоже, по-моему, не совсем классический рецепт, но я все-таки рада, что я это все сделала, потому что для меня, как для человека, который мало готовит и который вообще ничего не готовит из польской кухни, это было сделать сложно. Ну и, конечно же, звезда сегодняшнего стола — это вот пряничный домик. Ну, его вы видели чуть-чуть раньше. С прошедшим вас католическим Рождеством, если вы отмечаете, как и мы, с наступающим Новым годом, с наступающим православным Рождеством, Старым Новым годом и вообще всеми праздниками зимними. Ну и пока мы пошли кушать, отмечать Рождество, делиться оплатками и желать друг другу приятные пожелания. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось ли вам смотреть на то, как я готовлю еду. Может быть, у кого-то проснулся аппетит, а может быть, вы после моего видео захотите тоже отмечать католическое Рождество и готовить польские национальные блюда. Это казалось не так сложно, как я думала. Ну и пока!